Что же отличает высокорезультативных, успешных людей от остальных? Почему одни люди живут яркой, богатой и счастливой жизнью, а другие нет? Эти вопросы я стал задавать себе в 2005 году, когда мне только исполнилось 18 лет. Мне захотелось найти ответы и преуспеть в жизни. Я стал погружаться в тему высоких достижений все глубже и глубже, и она стала делом моей жизни. Изучив тысячи статей, книг и взяв множество интервью у высокорезультативных людей из разных сфер жизни со всего мира, я нашел некоторые подсказки, вопросы, которые они задают себе на регулярной основе. И я стал мечтать, задавать вопросы, искать ответы и действовать. Здесь я хочу вдохновить вас на раскрытие своего личного и профессионального потенциала, реализацию своих истинных желаний и мечтаний, предоставив необходимые для этого идеи, инструменты и методики. Наверняка вы скажете, это не работает, опять успешный успех, сказки и выдумки. Я сам проходил этот путь неоднократно, от тихого отчаяния до желания все бросить. У каждого из нас бывают такие периоды, когда мы не верим в себя и свое дело или в правильность своего выбора и предпринятых решений. На большинство вопросов, которые мы задаем себе, уже кем-то даны ответы, и большинство целей, которые мы ставим, кто-то уже реализовывал. Мы можем моделировать и учиться на успехах, неудачах других людей. Наша жизнь слишком коротка, чтобы все понять на своем опыте. Я стал искать проводников, наставников и людей, которые словом или делом ускоряли меня к новым результатам. А что, если это работает? Очень сильный вопрос, который помог мне справиться с некоторыми ограничивающими убеждениями, страхами на бессознательном уровне, блокировавшими мои действия, включая сопротивление и самосаботаж. Об этом уже очень много сказано и написано. Дай-ка я тоже это начну внедрять в своей жизни и тестировать разные способы и варианты. Сдерживающие убеждения и страхи есть у всех нас. Они нас оберегают и защищают, а некоторые уже не актуальны или даже мешают. Один из первых вопросов, который следует себе задавать, что я хочу, о чем мечтаю. Каждый из нас уникален. Никогда из миллиардов людей не было такого человека, как мы с вами, с такими отпечатками пальцев, роговицей глаза, интересами, привычками и способностями, особенностями характера, и никогда не будет. Давайте посмотрим на себя как на алмаз, неприглядный камень, после огранки превращавшийся в бриллиант. Это непростое путешествие, но очень интересное. Зачем мы здесь? Я стал отслеживать свои ценности и желания, ставить цели и повышать самооценку, корректировать убеждения и страхи, мешающие раскрывать внутреннюю силу, приобретая важные поддерживающие привычки, повышая личную эффективность, что самое главное, усиливая и формируя новое мышление. И кое-что стало получаться и проявляться в жизни, но не сразу. Качество вопросов, которые мы задаем в первую очередь самому себе, определяют качество ответов, решений, действий и результатов в профессиональной и личной жизни. Задавание сильных вопросов – это тоже навык, который поддается тренировке и освоению. Это как семена, которые могут вырасти в красивые и сильные деревья, результаты, если мы удобряем их правильными словами, мыслями и действиями. Но они могут и засохнуть. Какой ваш выбор? Здесь я даю только то, что использую сам, и это работает у меня, моих клиентов, руководителей отделов, корпораций, предпринимателей и лидеров в разных областях, от деятелей спорта до молодежных организаций. Уверен, это сработает и у вас. Оставьте в прошлом все, что происходило с вами, и хорошее, и плохое, взяв самое лучшее, проанализировав и сделав работу над ошибками. У вас есть возможность прожить яркую, интересную и значимую жизнь, усовершенствовав даже те области, в которых вы терпели неудачи. Воспринимайте эту встречу знакомства как приглашение в счастливую и продуктивную жизнь, подсказку, что вы на правильном пути. Вопросы сильны, потому что они создают изменения и преобразования, вдохновляя на инновации. Вопросы запускают поиск оптимальных ответов и решений. А теперь, дорогие друзья, приготовьте, пожалуйста, блокнот и ручку и ответьте на ряд вопросов, многие из которых риторические. Ответы на вопросы «что я хочу» и «как это получить» – основа изменений. Какие преимущества я получу, достигнув этот результат и цель? Зачем все это мне? Что сдерживает и мешает мне это реализовать? Здесь могут быть как внешние факторы, так и внутренние. Какие знания, навыки и привычки мне следует развить и приобрести, чтобы это получить? Помощь каких людей и организаций мне потребуется? Просите, прорабатывайте страхи отказа, критики, неудачи, нового и так далее. Какие каждодневные действия мне следует делать для приближения к желаемому результату? Запишите ответы на эти вопросы письменно. У вас уже здесь пойдут значительные внутренние изменения и озарения.
Когда вы сосредотачиваетесь на таком подходе, вы можете создавать прорывные ответы. Например, спросите, как я могу лучше всего решить эту задачу или выйти из ситуации. Вопросы открывают разум для того, что возможно. Нейронаука показала нам, что мозг способен создавать сложные связи, которые приводят к сильным озарениям, благодаря вопросам, а это приводит к действию и результату. Потратьте время на формулировку ваших вопросов. Как сказал Эйнштейн, если бы у меня был час на решение проблемы, от решения зависела вся моя жизнь, я бы потратил первые 55 минут на определение правильного вопроса, который нужно задать, поскольку, зная правильный вопрос, я мог бы решить проблему за меньшее время, чем 5 минут. Многие все это осознанно или интуитивно знают, но почему не используют? Я убежден, что если у нас появилась мечта или цель, значит, у нас есть все ресурсы и возможности для их достижения. Просто так мечты к нам не приходят. Действуйте, и все получится. Вы достойны лучшего, всего, о чем мечтаете, а реализация задуманного предсказуема и не случайна. Успехов вам и до встречи. Я верю в вас.